Когда в новостях показывают женщину в хиджабе, покрывающей голову и тело, или в никабе, закрывающей все лицо, кроме глаз, у многих возникает смешанное чувство — отчуждение, непонимание, а иногда и жалость. Кажется, что это символ угнетения, ограничения свободы и воли женщины. Но так ли это на самом деле? Чтобы разобраться, нам нужно отложить в сторону стереотипы и попытаться понять внутреннюю логику, ценности и, самое главное, голос самих этих женщин. Давайте поговорим об этом не как о политическом или конфликтном вопросе, а как о вопросе веры, личного выбора и смыслов, которые стоят за куском ткани. Зачем вообще нужен хиджаб? Представьте себе драгоценность. Как ее хранят? Часто в бархатном футляре, чтобы подчеркнуть ее ценность, уберечь от пыли и царапин. Для мусульманки ее тело и душа — это дар от Бога, драгоценность. Хиджаб в исламе — это и есть тот самый футляр, призванный подчеркнуть ее внутреннюю ценность, а не внешнюю оболочку. Так что же такое хиджаб? В переводе с арабского «хиджаб» означает «преграда» или «завеса». Но это не просто платок. Это целая концепция скромности в поведении, речи и одежде, которая касается как женщин, так и мужчин. Да, вы не ослышались. В Коране есть аяты, стихи, которые призывают и мужчин опускать взоры и хранить целомудрие. Мужская скромность — это тоже часть уравнения. Идея в том, чтобы личность человека оценивали не по его внешности, фигуре или красоте, а по уму, характеру, поступкам и профессионализму. Представьте себе ученую, преподавательницу, врача в хиджабе. Ее ценность для общества в ее знаниях и делах, а не в том, как она выглядит. Хиджаб помогает сместить фокус внимания именно на это. Для многих женщин хиджаб — это форма психологической защиты от нежелательных взглядов и объективации. Это способ сказать: «Я не объект для разглядывания. Уважай меня за то, что я говорю и делаю». В этом есть глубокое чувство собственного достоинства,